Приветствую вас, мои уважаемые! Хочу прежде всего вас поздравить с наступающими праздниками, Новым годом и Рождеством. И знаете, вот прям хочется, чтобы год дракона был спокойным. Чтобы не было вот этого вот всего. Ни войн, ни болезней, чтобы была возможность радоваться жизни, творить и создавать прекрасное. А еще чтобы турки порадовали нас новыми интересными проектами. Согласны? Ведь это просто замечательно. Давайте вместе загадаем такое желание. А если вы хотите загадать свое желание, то поделитесь им в комментариях. Если, конечно, не хотите замуж за Мерт Рамазана или Керем Бурсина, ну или еще кого. В любом случае, такие вещи нужно держать при себе. Итак, чем же порадовал нас уходящий 2023 год? Давайте анализировать вместе, что нам понравилось, а что и не очень. Проектов вышло достаточно много, но не все они выглядят достойно в плане рейтингов. Ну знаете, рейтинги это дело такое, их можно и накрутить. Но давайте не будем о грустном и начнем. Сериал «Портной» снят на цифровой платформе Netflix. Первый сезон состоит из 7 серий, а второй из 8. Как и вся продукция Netflix, «Портной» представляет собой синтез западного и турецкого. Западное, как вы сами догадываетесь, слишком откровенные цены и алкоголь, который выпивают буквально ведрами. Запад продолжает свое дело по разложению морали, а во всем остальном сериал выше всяких похвал. Он рассказывает о грязной стороне модной индустрии, о творческих муках талантливого дизайнера одежды, о психических проблемах, комплексах и душевных ранах. В целом не очень свойственный для Netflix проект. Netflix обычно снимает экшен, действия, примитивные в эмоциональном плане вещи. А тут турецкие страсти, развитие характеров. Сериал выглядит как глубокий психологический триллер. Пиями Докуманджи – талантливый кутюрье, у которого под ногами деньги, слава, бесконечные вечеринки и все красотки мира. Его главная тайна – отец, которого зовут Мустафа. Мустафа болен, у него что-то вроде ДЦП, детский интеллект, его кормят с ложечки, сажают на цепь, чтобы не путался под ногами. Пиями всю жизнь стыдился своего отца и прятал его от чужих глаз. Даже самый близкий друг не знал о его существовании. Волею судьбы Пиями влюбляется в невесту друга, правда не знал, что это она Эсвет. Неудача с любовью, стыд за отца, мысли о матери, которая его бросила младенцем, неудачи в работе загоняют его в глубочайшую депрессию и творческий кризис. Нет ни желания, ни вдохновения, а работать надо. Компания ждет от него очередную коллекцию платьев. Дмитрий – наследник богатого отца грека. Его семья стала партнером PME и финансирует его проекты. Однако у Дмитрия свои скелеты в шкафу. Он с малых лет находился под невыносимым давлением отца, который унижает, издевается, выносит его мозг любыми способами. В результате Дмитрий стал похожим на выбивающий из-под камней росток дерева. Он инфантильный нарцисс, психика его вся изуродована и покалечена. Как и отец, он выносит мозг невесте и другу. Два в одном, и друг, и враг. Пиями и Дмитрий – две противоположности, лед и пламя, сдержанный и мягкий Пиями и эксцентричный неуравновешенный Дмитрий. Девочку и Свет из бедной семьи вырастила приемная семья. Молчаливую, бесправную, скрытую Свет сыграла Шифанур Гюль. В первом сезоне она вообще кажется застывшей, во втором начинает показывать характер. Алгун Шимшек очень талантливо исполнил роль больного Мустафы. По отзывам от первого сезона многие зрители не в восторге, зато второй просто душераздирающий, местами иногда просто хочется рыдать. В роли Пиями звезда турецкого кино Чагатай Улусой. Дмитрий играет не менее талантливый актер Салих Бадемши, а также участвуют многие известные турецкие актеры. Во время подготовки к съемкам возникали разные препятствия, одно из них нехватка денег. Из-за высоких гонораров на каждую серию требовалось более 2 миллионов турецких лир. Ага, вот почему его выпуск так долго откладывали, понятненько. В сериале заняты суперзвезды, так что это неудивительно. Во время планирования выпуска сериала никто еще не думал о Netflix. Сериал планировался на TV8. Цифровая платформа хапанула проект и решила проблему с финансами. Вот такие вот дела. В общем, «Портной» рекомендуется любителям глубоких, эмоциональных и драматических проектов. А тем, кому нравятся легкие и веселые вещи, не стоит начинать просмотр. Им точно это все покажется бредом. Молодой мужчина Атеш Керем Бюрсин долгое время жил в Испании. Планов возвращаться в Стамбул он даже и не строил. Однажды он получает известие о том, что на родине скончался его отец, с которым у него были плохие отношения. Но несмотря на это, папа оставил ему в наследство компанию. Но для того, чтобы стать полноценным владельцем семейного дела, Атешу предстоит в течение 3 месяцев быть хорошим опекуном 3 деткам от второго брака отца. В результате завещания он становится опекуном своих младших сестер и брата. Дети есть дети, и Атешу, который не любит детей, приходится учиться сосуществовать вместе с семьей и заботиться о них. В сериале очень много смешных сцен на эту тему. После того, как Атеш вернулся в Турцию, судьба сталкивает его с очаровательной девушкой. Встреча происходит поздно вечером в лифте гостиницы. Зовут девушку Лейла. Она молодая и прекрасная аферистка, которая зарабатывает на жизнь, выходя замуж за богатых, но не очень умных и разборчивых мужчин.
Сбегая после свадьбы с очередным таким товарищем, она встречает Атеша. Помогая девушке, он и представить не мог, что судьба столкнет его с дерзкой девушкой снова. А собственно так и получилось. Лейла попадает к парню в дом случайно, ее принимают за новую няню. Вот так разворачивается история любви главных героев, непростая, несмотря на то, что между ними летят искры, и из-за самого характера Атеша, который совершенно не верит в любовь. На первый взгляд легкий незамысловатый сюжет, который даже не затягивает. Богатый парень и бедная девушка встречаются при определенных обстоятельствах. Сюжет, кстати, довольно заезженный, но уже со второй серии все начинает закручиваться. Мы немного узнаем про прошлое героев, а недомолвки и загадочные взгляды добавляют изюминку. Лейла заинтересует зрителей своим бунтарством и противоречивостью, и несмотря на то, что она аферистка, показывает только хорошие черты героини. Атеш волевой, резкий, никого не впускающий к себе в душу мужчина. Интересно наблюдать, как между двумя абсолютно разными людьми зарождаются чувства, о которых они сами даже и не догадываются. Сериал очень светлый, добрый, с юмором, легкий сюжет радует и заставляет переживать с героями из-за героев. Более того, все очень красиво и романтично. Музыка, кадры, сами актеры, они красивые и смотреть на них приятно. Внешне Атеш и Лейла смотрятся вместе отлично, и я думаю, у такой пары будет много поклонников. Детки, кстати, тоже отлично играют, на них невозможно смотреть без улыбки. В целом приятно наблюдать за картинкой, диалоги довольно живые, жанр драмы отлично разбавляет смешные моменты. Но куда же без «но» или ложки дегтя? Как и водится, сериал понравился далеко не всем. Более того, сериал по информации закрыли, так что зрителю придется рассчитывать только на один сезон. В общем, тем, кто любит турецкие романтические комедии и мелодрамы, этот сериал точно понравится. Красивая картинка, милые герои, солнце, море, приятный сюжет. Все, что нужно после трудового дня. А что же еще интересного в сериале? А вот, кстати, хочется перечислить те моменты, в которых чувствовался потенциал проекта. Сцена, которая показала актерский талант обоих главных героев, после которой я лично решил досмотреть сериал до конца во что бы то ни стало. Это сцена панической атаки Атеша в третьей серии. Вот где была связь, гармония и потенциал для романтики и глубинной истории их травм. Жаль, что эта линия так и не была раскрыта. И Атеш через пару серий смог уснуть в доме, как ни в чем не бывало, как будто эта сцена была просто миражом. Зеленое платье, красиво, выгодно обыгрывающее спортивную фигуру Хасафнур, идущее Лейли по тону и стилю. Остальные вечерние наряды были своеобразными, особенно те, где акцент был сделан на неженственном декольте. Побольше было подобных зеленых платьев из коллекции мамы Атеша. Интересные второстепенные актеры, запомнилось особо два персонажа – Барыш и Фусюн. Оба актера очень естественные, а Хатидже еще и раскрылась в новом амплуа, разительно отличавшим ее от прежних образов. Барыш был самым непосредственным персонажем, и его историю хотелось узнать особо, причем как из прошлого, так и в плане будущего. Актер выглядел очень убедительно, особенно на фоне своих коллег из банды. А теперь перечислим те причины, по которым данный сериал многие зрители считают обреченным на неуспех. Неправильный расчет сценаристов. Речь об отсылках к одному из самых успешных сериалов Керема Бурсина «В ожидании солнца». Их было великое множество, и в целом играло не на пользу, а против нового фильма, поскольку в самые знаковые моменты он терял свою изюминку и, надо быть честными, проигрывал оригиналу. Это и первый поцелуй в бассейне, и музыка первого медленного танца Керема и Зейнеп, и ряд цитат, и некоторые кадры, и сам, собственно, Атеш, поскольку ставка была явно именно на копирование, а не подтрунивание или сарказм. Впечатления остались очень противоречивыми и однозначно не пошли в пользу сериала. Слабый сценарий в целом при оригинальной задумке. В фильме море нелогичностей, брошенных историй, нераскрытых персонажей, из которых можно было развить отдельные богатейшие линии. Прошлое Атеша, его родителей и его мама как отдельный и очень глубокий персонаж с кладезью тайн и загадок. Фобия Атеша в отчим доме и ее причины, прошлое Лейлы и ее родителей, странные причины их участия в делах банды, история каждого из банды, тайна Ильтера и его картины. Продолжать можно бесконечно. Если все было можно списать на раннее завершение сериала, на самом деле каждый из фактов при грамотном сценарии должен был бы подогреваться постепенно. На этом строится магия и интрига в кино, когда вам словно по чуть-чуть приоткрывают дверь в тайную комнату или рассказывают о каждом предмете старинного замка, в который вы неожиданно попали и чувствуете интерес к богатейшему прошлому этого места. Более того, от этих недосказанностей и брошенностей страдает целостность всех персонажей. Они становятся неглубокими, нелогичными, глупыми и даже непривлекательными. Но что греха таить, задумка была великолепной. При грамотно прописанных персонажах и личных историях это могла быть схватка не на жизнь, а на смерть, где два травмированных персонажа могли бы устроить настоящий танец бабочек, умирая, но не сдаваясь, горя и любя. Жаль, что фантазия сценаристов уступает потенциалу этой великолепной истории. А что про Атеша и его характер? Практически с первой серии сложилось стойкое восприятие героя. Если бы Керем Сайер не встретил свою Зейнеп, он стал бы таким же успешным, мятежным, но со временем утихомирившимся, как и Атеш.
Все, что отличало его от Керема Сайера, практически стерли в первых же сериях. Но на этом сценаристы не остановились и сделали героя очень невнятным. Отеж надежен и чувствителен, но в сериале совершает много импульсивных и недальновидных поступков, что противоречит образу человека, создавшего себя и свой бизнес с нуля, самодостаточного и трезвомыслящего. Действительно. Один вопрос мучил до последнего. Зачем Керем на это согласился? Неужели он не читал весь сценарий и не понял утопичности придуманного? Неужели не смог убедить вытянуть героя на новый уровень? Актер явно скучал в доброй половине серий. Даже его обаяния не хватило при всем уважении к его заслугам и талантам. А Лейла, по сути, очень нелогичный персонаж, чьи поступки и мотивации хуже всех были прописаны в сюжете. Ее причина присоединения к банде лишена всякого смысла. Как можно найти семью, выходя фиктивно замуж за богатых мужчин? А если даже и найдешь, то как можно посмотреть в глаза своей родне при таких щекотливых обстоятельствах? Стань сыщиком, тенью, расследуй историю и налаживай связи. Но зачем же морочить мужчинам голову? И еще один вариант развития событий. Если бы Лейла была прописана как коварная мошенница, которую изменит любовь к Атешу, также было бы очень вкусно. Оба сильные, категоричные, смелые, готовые на риск и страсти. А вот нет, вот невнятная история наивного доверия принца и ни на чем не основанных ожиданиях Золушки. Еще как вариант можно рассмотреть отсутствие химии между главными героями. Честно скажу, что очень долго смотрел сериал в надежде, что вот-вот актеры раскроются и начнут расслабленно играть друг с другом. Но, к сожалению, этого не случилось. Несмотря на рекламные ходы и закадровые съемки, актеры не смогли передать ни страсть, ни любовь, ни переживания. Один кадр с промо-фотосессии очень хорошо отражает натянутость в этой паре. Впоследствии они, безусловно, нашли общий язык и стали ладить. Ну а как же с таким космополитом, как Керем, не могло быть иначе? Но разве только так, как может ладить старший брат с лучшей подругой младшей сестры. Актриса очень сильно переигрывала в начале и в финале сериала, и совершенно неправдоподобно играла любовь. То, как юная девушка-озорница превратилась в хозяйку дома и борца за опеку детей, вызывает недоумение, если честно. Не так должно было произойти это преображение. Не в такую уверенную в себе особу она должна была превратиться. И на протяжении всего сериала очень неестественным был ее смех. Слишком явный в те моменты, когда он лишний, когда главный герой улыбается, а героиня просто ржет. Хотя были моменты, где актерский потенциал Хасафнур дал о себе знать. Но, пожалуй, оставим это напоследок. А теперь немного о Кереме. В самом начале сериала у актера были интересные находки для своего персонажа. Но дальше все сошло на нет. Складывается впечатление, что Керем очень устал, либо очень плохо себя чувствовал. Иной причины, почему глаз не горел, эксперименты с образом не продолжились, развитием персонажа, просто невозможно найти. Серии были чересчур длинными, без динамики огня. Полный выхлопок каждой серии от силы минут на 15. Это разительно отличается от других проектов Керема. Также было мало красивых мест и съемок. Самое достойное — дом Арджалы. В этом плане сильно выигрывает «Постучись в мою дверь», который по-настоящему влюбляет в Стамбул, показывая совершенно разные атмосферные места города, от исторических до современных. Так что такие вот дела. И если вы смотрели этот сериал, то укажите ваше мнение в комментариях к этому ролику, пожалуйста. В основе сюжета лежит древняя турецкая легенда о царице змей Шахмаран и ее трагической любви. Змеи тысячи лет жили под землей, пока не появился у них человек. Любовь змеи и человека, которая была предана именно человеком. Фильм в жанре нечто среднее между фэнтези, мистикой и немного драмой. В сериале 8 серий, длятся они всего по часу. Глядя на первые 3 серии, у многих может возникнуть вопрос: что курят сценаристы? Было что-то непонятное, но заманчивое, с мифической предысторией, красивые кадры, пейзажи, пропасть, загадочность, прыжок змеи, красота каждого кадра, странные диалоги и звуки. Смотрится легко, но нет динамики в фильме, а действия разворачиваются так медленно, и постепенно зритель погружается в эту мистическую и захватывающую атмосферу фильма. Сериал рассказывает про девушку по имени Шахсу. После смерти матери она приезжает в Адану, в этом городе живет ее дед Давуд. У нее много претензий к своему деду, который бросил ее мать еще в детстве. Свою внучку Шахсу дед увидел вообще впервые. Также Шахсу планирует поработать некоторое время в университете. Она является аспирантом на кафедре психологии. Главную женскую роль девушки Шахсу исполняет популярная актриса-модель Серенай Сарыкая, наибольшую популярность которую получила при сериале «Прилив». В настоящее время снимается в сериале «Семья». А в городе существует загадочное сообщество Мар. Это люди, змеи, полузмеи, поклоняющие царице змей. Сколько много змей в одном предложении. Они верят в легенду о Шахмаран, одной из величайших символов любви и мудрости. Мар ожидает завершения исторического пророчества. Судя по некоему древнему пророчеству, девушка-человек должна полюбить змея и уйти в подземелье ради него. С появлением в этом городе Шахсу, змеиный народ зашевелился в предвкушении больших перемен в жизни. Маран, избранный, живет по соседству с дедом Шахсу со своими сестрами и отцом. Он просто наблюдает за девушкой, оберегая ее.
А все на него возлагают большие надежды. Вот оно, долгожданное событие. Маран совершенно не верящий в пророчество, а веру своего народа считает нереальной, что она приносит больше вреда, чем пользы. И все начинает запутываться, потому что, преследуя свои мифические цели, пристальное внимание направлено именно на Шахсу. Главную мужскую роль парня Марана исполняет популярный турецкий актер Бурак Дениз. Очень талантливый актер, снимался в сериалах «Наша история», «Королева ночи», «Любовь не понимает слов», «Незаконченная любовь» и «Марашанец». После приезда в этот город Шахсу замечает, что начинают твориться странные вещи, а местные жители ведут себя странно по отношению к ней. Расследуя тайны собственного прошлого, героиня попадает в другой мир, который совершенно не понимает. Будучи ученым, девушка ищет на все логичные ответы, а все странности пытается объяснить своим сумасшествием. Актриса просто идеально сыграла своего персонажа, ее привлекательность сделала героиню такой яркой и даже неповторимой. На ее месте другую актрису просто сложно представить, если честно. А вокруг Шахсу постоянно происходят какие-то странные события. В воздухе витают интриги, всевозможные недомолвки и даже загадочные моменты. В университете Шахсу знакомится с преподавателем по имени Джихан. У них завязываются дружеские отношения. Есть сторона, которая против исполнения пророчеств. Есть мнение, что надо напасть на людей, подавить их и господствовать над ними. Они подговаривают Джихан выдать им девушку. Джихан тоже змей и находится в одном шаге от предательства. Но Шахсу начинает ему нравиться все больше, и он колеблется. Роль Джихана исполняет турецкий актер Мерт Рамазан Демир. Мы его уже знаем с вами по сериалу «Зимардак». Роль деда Шахсу Давуда исполняет турецкий актер Мустафа Угурглу. Персонаж половину сериала просто молчит и в основном молча смотрит в стенку. Давуд живет довольно уединенно. Только после появления внучки он осмелился выйти в свет. И только в конце раскрывается его история, становится понятно, что с ним не так и почему он так странно себя ведет. Маран и Шахсу полюбили друг друга, и общество Марс считает, что скоро историческое пророчество исполнится. Их любовь, как гласит легенда, предвидена. И когда они встречаются, между ними возникает неоспоримая магнетическая атмосфера. Романтика и химия между главными героями невероятная. Оба по-своему потрясающие. Пожалуй, нужно было побольше времени выделить сценам, где они вместе. И теперь, когда Маран влюбляется в Шахсу, он понимает, что пророчество, о котором так долго твердили его отец и сестры, в конце концов сбылось. Любовь Марана и Шахсу не обрадовала Джихана. Он просто в ярости нападает на Марана, хотя это запрещено. Злость, зависть и ревность кипит в парне, предполагая, что он мог бы быть на месте Марана. Кроме мести, ему ничего не приходит в голову. Персонажи все глубоко переплетены. По сравнению с другими турецкими сериалами, актерский состав довольно сильный. Безупречная игра, перевоплощение, красота каждого кадра, диалоги, все только на высоком уровне. Актеры здесь, как всегда, очень красивые, причем абсолютно все. В фильме полно красивых картинок и пейзажей с самого начала. Очень понравились костюмы актеров, а также то, как были украшены дома. И, по сути, действительно замечательный сюжет. Прекрасная мифическая история, о которой многие никогда даже не слышали. Сериал поразит необычайным жанром, такого еще не было в турецком кинематографе. Итак, Маран и Шахсу остаются вместе, полагая, что пророчество сбылось, но выясняется, что они не сделали последний шаг. Девушке нужно было спуститься в подземелье, и это не конец. Остается интрига на второй и третий сезоны сериала. Змеи, пожалуй, самые жуткие моменты для многих в сериале – это сцены со змеями, а их тут будет прям много. Пусть звучит как сказка, на самом деле этот культ сохранился и по сей день. Многие верят в реальное существование Шахмаран, носят обереги с ее изображением и почитают. Например, царица змей – символ города Мардина. Это курдский город, название происходит от Мар – змея, данно рожден, а дословно змеерожденный. Оказывается, это не только невероятно красивый, яркий, красочный сериал, но и познавательный. Думаю, кстати, многим он понравится. Лето, жара, щепотка детектива и море романтики – слагаемые отличного фильма. Одна из теленовинок лета 2023 года – детективно-романтическая комедия под названием «Душа не слышит». Зрители только начали смотреть эту авантюрную историю, но уже вовсю обсуждают ее в соцсетях. До развязки еще далеко, так что есть возможность узнать, чем же зацепил этот фильм поклонников турецкого телевидения. В основе сюжета лежит противостояние доблестного агента разведки и подпольного криминального босса. Дживан Карал – глава клана, который несколько поколений занимается ювелирным бизнесом. Но не все так кристально ясно, как грани их бриллиантов. На деле Дживан зарабатывает контрабандой драгоценных металлов и камней. Эта афера становится известна спецслужбам, и они стремятся наказать вину бизнесмена. Под прикрытием в фирму внедряется опытный агент разведки Анур Карасу. Чтобы вывести Дживана на чистую воду, он начинает ухаживать за его сестрой. Дело стремительно набирает обороты, и Ануру приходится проникнуть в кабинет босса. Там он застает вора в черном костюме. После зрелищной погони выясняется, что подруга Хиляль не та, за кого себя выдает. Вместе с Эдже Анур пытается распутать хитрую схему махинаций Дживана. Ситуация осложняется тем, что их начинает непреодолимо тянуть друг к другу.
Но имеет ли право на жизнь романтические отношения между воровкой и честным блюстителем закона? Главная женская роль очаровательной мошенницы Эдже в сериале досталась Буджу Осберг. Первая роль на телевидении принесла ей славу, успех и востребованность. Она снялась в знаменитейшем турецком сериале «Золотой век». Блин, ну если так подумать, в этом сериале, наверное, все уже поснимались, кроме меня. Затем были съемки в сериалах «Дочери Гюнеш», «Любовь, разум, месть», «Любовь на показ». Сейчас параллельно с показом сериала «Душа не услышит» идет новая телеистория под названием «Королева». А роль спецагента Анура Карасу исполняет Шукру Озылдыз, актер с греческими и турецкими корнями. Ему 35 лет, который, кстати, в юности участвовал в боях без правил. Рост 190 см, прекрасная атлетическая фигура и вес 80 кг сделали его востребованной моделью на подиуме и для рекламных съемок. К своим годам поучаствовал в мюзикле «Алиса», снимался в полнометражном фильме «Тактика любви» и его продолжении, в сериалах «Милые обманщицы» и «Затаив дыхание». Сестру главного злодея в сериале, интеллигентную и образованную Хиляль, играет 20-летняя Аслы Сюмен. Она имеет степень бакалавра в области делового администрирования. Коронованная в 2017 году как мисс Турция, снимается в рекламе и с 2021 года в телесериалах. Зрители успели оценить ее работу в мелодрамах «Игра судьбы» и «Если мужчина любит». Противостоит Ануру харизматичный и стильный противник Дживан Карал в исполнении Туйгулу Тюлека. Этот актер часто появляется в ролях второго плана, например, в сериалах «Восход Османской империи», «Девушка за стеклом» и «Ты моя родина». Мать Дживаны и Хиляль сыграла Зухар Генджер Иркая. В сериале «Душа не услышит» ей отлично удалась роль высокомерной и холодной женщины, которая на все пойдет, чтобы сохранить свое положение. Автор сценария Айша Юнер Кутлу до этого подарила зрителям такие популярные истории, как «Ранняя пташка», «Постучись в мою дверь» и «Красивее, чем ты». Фишка ее сценария в страстный поцелуй главных героев первой серии. Вот в сериале «Душа не услышит» она осталась верна себе, и зрители, конечно, остались в восторге от такого яркого начала. Любовная линия развивается на фоне захватывающего криминального сюжета. Зрители отмечают хорошо прописанные характеры героев и динамичное развитие повествования. Зрители назвали дуэт Буджу и Шакрю самым привлекательным среди пар летних сериалов. На экране между актерами действительно видна химия, хотя об их отношениях за кадром ничего не известно. Явной критики в адрес сериала не наблюдается, хотя рейтинги значительно ниже, чем ожидалось. А по суровым законам мыльного жанра, если зрительский интерес пропадает, сериал быстро закрывают, наспех придумывая концовку. А вот интересные факты про этот сериал. Оригинальное название сериала с турецкого дословно переводится как «Ты даже не заметишь, как что-то произойдет». Компания Ozmedia производит контент специально для телетрансляций в Латинской Америке. Первоначально главные женские роли должны были достаться Эсре Бельгич и Ягмур Тангрисовсин, но те в последний момент отказались ради других проектов. Сидина Шакрю в кадре настоящая, актер считает, что она его делает более брутальным и не спешит ее закрашивать. Съемки турецкого сериала начались в апреле 2023 года. Создатели запланировали снять 26 серий и закончить проект в январе 2024. Известно, что про второй сезон сериала «Душа не услышит» речи пока не идет. А вот это прям печалька. А что вы думаете об этом сериале? Напишите об этом в комментариях. События начинают разворачиваться в небольшом турецком городе под названием Балу. Здесь проживает многодетная семья, и среди них оказался молодой человек по имени Гульджималь. Несмотря на то, что у него очень много братьев и сестер, судьба главного героя сложилась не самым лучшим образом. Находясь в окружении близких для него людей, он постоянно чувствовал полное одиночество, и его жизнь сильно усложнилась после смерти родителей. Тогда Гульджималю пришлось взвалить на свои плечи всю ответственность за родных. В семье большие финансовые трудности, и Гульджималь пытается найти способ, чтобы решить эти проблемы. Ведь им совершенно не хватает денег на нормальное существование, и с каждым днем положение только ухудшается. У всех главных героев складывается сложная судьба, но рано или поздно придет светлая полоса. Именно на это родные надеются. Наступает тот момент, когда они решают объединить свои силы и вместе бороться с любыми трудностями. Ведь только так семья может преодолеть любые преграды и наконец-то выбраться из темной ямы и избавиться от бедственного положения. Режиссер Али Балджи решил снять свою версию истории красавицы и чудовища и перенес зрителей в маленький турецкий городок под названием Балу, где проживает беспощадный и озлобленный на весь мир мужчина Гульджималь. Однако герой стал таким неспроста. В детстве его и сестру на произвол судьбы бросила их мать. Именно поэтому Гульджималь стал видеть мир без розовых очков в совсем раннем возрасте. Он возненавидел ее, стал обвинять родственников во всех своих неудачах и бедах, а мать смертельно озлобилась на сына после одного поступка, который он совершил. Со временем Гульджималь покинул родной город, но все же решил вернуться обратно, чтобы разрушить жизнь обидчицы и поквитаться с родственниками. Главный герой делает так, чтобы матери было некуда пойти, и она в итоге обратилась к нему за помощью. Но та знает все слабые места сына и не собирается прекращать борьбу. Казалось бы, Гульджималь быстро разрешит конфликт, который накапливался с детства, однако нет.
судьба знакомит его с очаровательной дерзкой девушкой по имени Дева, мастерицей по окрашиванию шелка. Именно эта прекрасная Дева растопила сердце главного героя. И теперь у него есть два пути: продолжать семейную месть или забыть все обиды и стать счастливым. Конечно, эта турецкая новинка поддерживается аналогией остальных классических сюжетов Дизи. А вот зрители утверждают, что герои подобраны совершенно некорректно. Я не люблю турецких взрослых мужчин, которые мстят. Мстят пафосно и без разбора, как в Ветреном. Не знаю, как вам, а мне показалось, что Дева еще хуже, чем Гульджималь. Она словно психованная и неуравновешенная дамочка. После этого хочется пожалеть и обнять главного героя. Я бы на месте Девы поставила другую актрису. Ту же Афру Сарачоглу, она гораздо приятней. А это весь сериал испоганило. Вот что говорит одна из телезрительниц. А вот интересные факты из сериала. Главным героем должен был выступить Серкан Чиоглу. Однако он отказался играть из-за свирепого сюжета сериала. А Мурата Юналмыша зрители могут уже встретить в кинокартинах «Любовь на крыльях птицы», «Однажды Чукурова» и «Сумасшедшее сердце». Мелис Сезен обрела популярность благодаря съемкам сериала «Неверный». Основа сюжета и основные интриги и тайны уже понятны. Тут и ненависть, месть, любовь между мужчиной и женщиной, которая началась не с красивых ухаживаний. Многим нравится, что все развивается динамично, что практически ничего долго не тянут за одну серию, хотя она идет 2 часа, и много чего происходит. Нравится и антураж сказки о красавице и чудовище, но в исполнении турецкого кинопрома. Особенно это прослеживалось в первых сериях сериала. Что сказать, довольно необычно и весьма радует. Этот год вообще богат на необычные проекты для Турции. Видно, что кинопром Турдизи развивается. Об этом говорит и участие в стриминговых сервисах. А это не может не радовать. Вот следующий сериал выглядит не то чтобы неоднозначным. Этот проект можно назвать шокирующим для Турции. Но как по мне, так они были просто обязаны сделать такое. Нравится, не нравится, смотреть или не смотреть, решать вам. А сейчас речь пойдет о сериале «Принц». Итак, действие происходит в Бангомии. Бангомия – это страна, до которой совершенно никому нет дела. После внезапной и подозрительной смерти Туна, короля Бангомии, начинается сложная история с восшествием принца, которого никто не воспринимает всерьез, и чья семья даже не удосуживается дать ему имя. Да-да, его, кстати, зовут просто Принц. Принц случайно втягивается в войну с венграми, сражается со своей мачехой, тетей и вероломным дядей. В общем, в целом по сюжету принца никто не любит. Его никто не воспринимает всерьез, саркастичный, сложный, трусливый, хрупкий, жестокий и столь же надоедливый будет развлекать публику, тревожа всю страну. В сериале, который покажет комедию, полную интриг, предательства, любви, перекрестков, смертей, рождений, амбиций, отречений и страстей, путешествие принца к трону полностью изменит ход истории Бангомии. А теперь более подробно. Перед просмотром этого сериала я вам настоятельно советую отключить мозги и просто слушать диалоги и наслаждаться игрой актеров. Как по мне, так это просто шедевр для турецкого кинематографа. Это такое невероятное зрелище. Я на самом деле впервые вижу такое от Турции. Это комедия, пародия, фарс, триллер, немного абсурдных приколов и черного юмора. Возможно, самое неприятное для некоторых в фильме показывают только в начале. Это апартаменты принца после разгульной ночи. Может, такими кадрами хотели больше привлечь внимание, но некоторые будут удивлены или даже напуганы. На самом деле это немного странно, но потерпите пару секунд и вы будете вознаграждены. Итак, во главе королевства находится серьезный король по имени Туна. Долгое время он является оплотом сохранения государственности и процветания нации. Поэтому очень сокрушался по поводу младшего сына. Роль короля исполняет популярный турецкий актер Хусейн Авни. Знаком по сериалам «Мафия не может править миром», «Неотпускаемую руку» и «Правосудие». Жена короля, у нее заботы выдать удачно замуж дочку за принца Заморского и постоянно скандалит со снохой, женой старшего сына. Роль жены короля исполняет турецкая актриса Джейда Дювенджи. Знакома по сериалу «8 дней» и «Не уходи». Брат короля – завистливая лживая личность, мечтает стать королем. Ради этого он готов пойти на все, и он использует любую возможность. Роль брата исполняет турецкий актер Сердар Арчин. Он снимался в сериалах «Великолепный век» и «Алиф». Старший сын короля – храбрый полководец. Отец на него возлагает большие надежды как и на наследника престола и продолжателя династии. Но не оправдал он отцовских ожиданий и решил занять трон досрочно. Роль старшего сына исполняет Анур Астюрк, снимался в сериалах «История Яс» и «Скорпион». Младший сын, у которого не было имени, его звали просто Принц, события сериала будут развиваться вокруг него. И так он привык жить так, как ему хочется, не подчиняясь никаким установленным правилам, совсем не пользуется популярностью. Сын, лишенный привилегий наследника трона, полное разочарование для отца короля. А принц обладает довольно ярким интеллектом и невероятно острым умом. С виду он кажется циничным, надоедливым, что в основном и отталкивает от него окружающих. Но такими качествами он просто проявляет свои эмоции и протест. Именно на него однажды свалится трон Бангомии. Он даже не мог и подумать о таком. А насколько сильно изменится его жизнь после этого? Главную роль принца исполняет актер и писатель Герай Алтынок. Актер снимается уже давно, но многие увидят его впервые. Единственная сестренка братьев Хашария. Девушка умная, смелая, решительная, настоящая принцесса. Но замуж без любви выходить не хочет.
Роль сестренки исполняет актриса Дерья Пинар Ак, знакома по сериалам «Скрывая нашу маму» и «Меня зовут Фарах». Два главнокомандующих, два советника, два неразлучных друга служат при дворе, независимо кто король в данный момент. Привлекают внимание своей верной дружбой. Сюжет захватывающий, интриги, предательства, заговоры, скандалы, разборки и, конечно, любовь. События разворачиваются достаточно быстро, скучать точно не придется. В сериале не очень много героев, их несложно всех запомнить. Практически одна сюжетная линия. Очень понравились костюмы актеров в духе времен королей, а также декорации, все было продумано до мелочей. И актеры красивые, и костюмы, и декорации, и отлично передана атмосфера, эстетика в каждом кадре, отличное качество и отличный перевод. Диалоги, все только на высоком уровне. В этом сериале надо слушать, даже не всегда важно, как двигается актер, важно слышать, что он говорит. Иногда слушаешь и хохочешь, просто невозможно удержаться. «Принц» сериал 8 серий по 45 минут, смотрится легко на одном дыхании. Я думаю, вам он точно понравится, так что рекомендую. Исчезнув с экранов на 2 года, турецкая актриса Ханде Эрчел вернулась с новым проектом и старым партнером. Бурак Денис уже сотрудничал с ней ранее на съемках сериала «Любовь не понимает слов» 6 лет назад. Интересным фактом является то, что после нашумевшего сериала «Постучи в мою дверь» Ханде Эрчел и Керем Бурсин расстались, без комментариев и объяснений. Молодые люди начали встречаться во время съемок, но позже пара распалась. И Керем и Ханде в течение 2 лет не снимались в сериалах. Были рекламные съемки, мероприятия, фильм Керема, но сериалов не было. А вот в этом году оба почти одновременно появились на экранах, каждый в своем проекте. Уже давно нет речи о воссоединении Ханде и Керема. Каждый из них пошел своей дорогой. У Ханде роман с миллионером Хаканом Сабанджи, а Керем, по последним данным, часто отдыхает с своей партнершей по сериалу «Если сильно полюбишь». Изначально сценарий был написан другими сценаристами, но продюсеры компании Times B отвергли первый вариант. Только после этого за дело взялся Эдхем Азашик и полностью переписал сценарий. Первая серия получила 30 миллионов просмотров на YouTube. А вот известный телевизионный журналист Армаган Чаглаян усмотрел сильный перекос в бюджете сериала. Он указал на то, что второстепенные актеры оказались обделенными, и что это может отрицательно сказаться на будущем проекта. Выступать перед тысячами людей перед экраном, часто отказываясь от личной жизни ради работы, рискуя быть нелюбимым, подвергнутым критике, несмотря на это, тратить дни и ночи на это представление, на эту работу – это профессия, требующая мужества. Именно так говорит Ханде Эрчел о профессии актера. Это история о человеке-оборотне, двуликом Янусе, который известен в обществе как обаятельный молодой человек Кенерос Тюрк, популярный телеведущий программы новостей. Он же является и сыном главного прокурора Стамбула. Этого необычного человека играет турецкий актер и модель Бурак Денис. Кстати, а вы знаете, что Бурак Денис любит играть злодеев? Мне нравятся роли, которые предъявляют особые требования ко мне и моему профессионализму, которые заставляют меня углубляться, но при этом есть беспокойство, насколько сильно я могу потерять себя. Именно так говорит Бурак Денис о своей игре. Его любимые сериалы «Игра престолов», «Шерлок», «Моцарт в джунглях». Персонаж Бурака Дениза страдает раздвоением личности. Если первая личность это общительный и веселый человек, то вторая личность полна тьмы и тайны. Его второе лицо никто не видел, оно скрыто ото всех, так как это лицо убийцы, который еще и расчленяет свою жертву. Кенан становится тогда действительно совершенно другим и называет себя другим именем – Доан. Таков портрет персонажа Бурака Дениза. «Мне ничего ты не сделал, но я видел все, что ты творишь». Так заявляет Кенан Доан перед тем, как убить свою жертву. Как выясняется, он убивает не такого уж невинного человека, наоборот, это негодяй, издевающийся над беззащитными женщинами. Доан наказывает злодея сам, осуществив свое собственное правосудие под покровом ночи. «Я не такой, как вы думаете, не таким, каким кажусь», — говорит он девушке, которая ему понравилась. Судьба сводит его с красивой и умной Лейлой Гидис, которая работает прокурором и является подчиненной отца Кенана. Интересные факты. Хинде считает себя ночным человеком, то есть ей комфортней в сумерках, а не при ярком свете. «Я верю в ночные сказки, меня возбуждает волшебство ночи и свет во тьме. Если мне нехорошо, когда я просыпаюсь, если я чувствую тяжесть, я жгу шалфей». Интересное, однако, решение. Ее героиня Лейла очень серьезно относится к своей работе. Она отличается изрядным хладнокровием. По долгу службы эта хрупкая леди часто сталкивается с трупами, преступниками, обилием крови и так далее. В отличие от Кенана, она редко улыбается, однако ему удается немного расшевелить девушку. Знакомство молодых людей происходит нестандартно, если говорить о турецких сериалах в общем. Обычно парень спасает девушку из передряги, но здесь все наоборот. Кенан делает замечание слишком шумной компании в ресторане, и они окружают его с намерением поставить на место. Внезапно, словно рыцарь на белом коне, перед скандалистами появляется Лейла, и они испаряются. Хенде очень драматично смотрится на экране, а Бурак напротив зажигает по полной. Многие отмечают его прекрасную игру, есть даже мнение, что он настолько хорош, что полностью затмевает Хенде. Высказываются мнения, что она слишком красива для прокурора. Но проект только начинается, посмотрим, что будет дальше.
Аслан находится в самолете, и одна из пассажирок стала раздражать его своими жестами. Он вежливо просит перестать это делать, на что девушка повернулась и ответила, чтобы молодой человек следил за своими действиями. Выйдя из самолета, Девин не смогла поймать такси, но она очень спешила. Аслан заметил это и предложил подвезти. Девин согласилась только по той причине, что у нее не оставалось другого выбора. Именно так и произошло знакомство. Когда Аслан вернулся домой, то у него сразу завязался конфликт с матерью. Она сказала своему сыну, что отдала жизнь ради него, встала против целого мира. Все, что она до сих пор делала, так это делала во благо Аслана. Но Аслан просто попросил свою маму, чтобы она не вмешивалась в его жизнь. Мать Аслана считает, что если бы она не вмешалась в его жизнь, то имя ее сына давно бы уже было бы осквернено. Аслан и Девин продолжают проводить хорошо время вместе. На очередной прогулке Девин попросила Аслана сфотографировать их вместе, чтобы хоть что-то осталось в памяти этого дня. Аслан поинтересовался, неужели Девин с помощью выходки с фотографии решила узнать его номер телефона. Но когда поднимается тема семьи Аслана, то Девин начинает подозревать, что от нее что-то скрывает. Именно так и начинается первая серия. А теперь подробнее. Начну с того, пожалуй, что его не обсуждают все, кому не лень, так как тот же самый Зимордок. Но в более узких кругах многие от него просто в восторге. В Турции рейтинги неплохие, сериал ушел на 2-й сезон. А в Россию он вообще на 2-м месте в Яндекс.Поиске. И самое интересное, что количество серий известно заранее. Их должно быть 30. В этом сериале стали уходить от давно изжившей себя системы. Начнем снимать, а там как пойдет. Хорошо, когда есть определенные рамки, в которых должен уложиться сюжет. Это дает надежду на то, что изначально задуманная история не будет переписываться на ходу в угоду рейтингам и не оборвется неожиданно на самом интересном месте. Также стоит отметить, что у сериала сильный актерский состав. Если вам раньше не нравились роли Кванча Тетлутуга, то в роли мафиози он действительно хорош. Героиня Сырная Сырыкая, конечно, любителя, хотя мне и многим она нравится. Представляю сейчас недовольное бурчание некоторых. Ну да, конечно, ты же мужчина. Ну а что в этом такого? Я считаю, что как актриса она хорошо отыгрывает свои роли. И мое мнение именно такое, и никак иначе. Ей идет и недовольное выражение лица, и какая-то наглость местами, и странные наряды. А в паре главные герои смотрятся органично, химия есть, поэтому выбор актеров считаю весьма удачным. Психолог Девин знакомится с бизнесменом Асланом, который ведет нелегальный и криминальный бизнес. Этот бизнес достался ему от отца, который 5 лет назад покончил жизнь самоубийством. Молодые люди влюбляются друг в друга, но у Аслана есть семья в виде матери и сестер, которых он должен оберегать. Аслан всеми силами старается избавиться от нелегальной деятельности, но это оказывается совсем непросто. Он любит свою жену, но постоянно мечется между матерью и ней, как между двух огней, при этом решает серьезные дела. Девин хороший психолог, но внутри самой тоже есть психологические травмы из-за ее матери. Мать Девин больна биполярным расстройством, а отец не хочет видеть дочь, какой бы хорошей она ни была. Он создал новую семью, и у него любимый сын. А вот Девин и ее сестра ему вообще не нужны. Сестра Девин наркоманка и проститутка, постоянно что-нибудь вытворяет. Но несмотря на это, Девин ее очень любит. Хюлья – мать Аслана. Если честно, то такой матери не пожелаешь даже врагу. Очень властная женщина, которая не хочет делить своего любимого сыночка ни с кем. А сноха в виде Девин ее вообще не устроила. Нюр Сюрель свою героиню играет на 5 баллов. Она точно передает эмоции, от выражения лица ее просто бегут мурашки. Шейхан – старший брат Аслана. Он является изгоем в семье. Его семья признала врагом, когда узнала, что у отца было психологическое расстройство и при этом не помог ему. Мне было жалко данного героя. Он всеми силами тянулся к своей семье, а от него все отвернулись. Если честно, то сериал достаточно серьезный, а некоторые считают его даже тяжелым. На протяжении всего сериала играла практически одна мелодия, только разные ее фрагменты. Эта мелодия красивая, но реально на слух тяжелая. Понятно, что она добавляет драматизма в нужных моментах, но иногда от нее были мурашки. На мой взгляд, сериал будет интересен к просмотру в первую очередь поклонникам Кванча и Сырная Сырыкая, а также любителям психологических драм. Мафиозной тематике уделяется не так много времени, поэтому пусть это вас не отпугивает от просмотра. Да, хитом этот проект скорее всего уже не станет, но вполне возможно может стать в один ряд с такими достойными внимания сериалами как Ворон, Столкновение или Три Куруша. Меня зовут Фарах, это история о нелегальной иммигрантке из Ирана. Фарах, который играет Демет Оздемир, приехала в Турцию, чтобы спасти жизнь своего маленького сына Керимхана. Ребенок болеет редкой болезнью, связанной с первичным иммунодефицитом, поэтому вынужден делать лишь редкие вылазки из дома в костюме космонавта, изолирующим его от внешнего мира микробов. Иммунитет ребенка настолько ослаблен, что достаточно одного микроба, чтобы он заболел. Фарах нелегально находится в Стамбуле и очень много работает в клининговой компании за копейки, чтобы спасти жизнь своему сыну. Она никак социально не защищена, поэтому испытывает трудности, с которыми сталкиваются все мигранты, и борется изо всех сил. Фарах готова на все ради того, чтобы Керем жил и полностью выздоровел. Это история про сильную и жертвенную материнскую любовь. Однажды ночью Фарах приходит делать уборку в закрытый ночной клуб после строительных работ и становится случайной свидетельницей ужасного преступления. Инфантильный и избалованный сын главаря местной мафии Алигалипа Акинчи случайно убивает полицейского под прикрытием Альпа. В этот же клуб со своими людьми приезжает Тахир Лекесис, Энгену Кюрек,
который является лидером бандитской группы и членом семьи Али-Галипа Акинчи. Он застает Каана в тот момент, когда раненый полицейский Альп уже лежит на полу, истекает кровью и погибает. Банда замечает уборщицу и пребывает в шоке, случайный свидетель никому не нужен. Теперь Тахиру нужно срочно решить эту проблему. Чтобы спасти свою жизнь, Фарах в истерике предлагает Тахиру и его банде стереть все улики так, что ни один криминалист ничего не найдет, тем самым стать соучастницей преступления и никогда не вспоминать эту историю. И это становится началом одной большой истории Фарах, ведь теперь ее жизнь и жизнь ее ребенка в каждую минуту в опасности. Сериал безусловно затягивает и держит тебя в постоянном напряжении. Мне, наверняка как и вам, понравится наблюдать за работой Демет, поскольку ранее многие ее уже увидели в более легких и комедийных проектах. «Меня зовут Фарах» актриса полностью перевоплощается и исполняет сильную и драматическую роль. За это сериалу стоит поставить жирнейший плюс. Многие раньше не смотрели турецкие сериалы про темные дела, криминальные истории бандитов, поэтому первые 3 серии вы будете смотреть на одном дыхании. Меня не то чтобы затянуло в сериал, меня туда засосало как в черную дыру, как и многих других, я думаю. Сюжет для многих покажется новым и даже сложным для восприятия, поскольку очень много криминала и нравственных вопросов поднимается в проекте. Нет однозначного ответа на вопросы, как поступать героям, нет только черного или белого. Ты невольно пытаешься понять персонажей, но в то же время понимаешь, как можно сопереживать убийцам и закрывать глаза на те дела, что они делают. Что же делать, чтобы не погрузиться в сериал полностью и не начать романтизировать эту историю? Еще раз хочется поздравить вас всех с наступающими праздниками, пожелать вам яркого и веселого следующего Нового года дракона. Всем удачи и пока!